Я спер гранатомет. Ну, там их много лежало. Заныкал за занавеской. Он является членом... Игорь Смешко, этот влиятельный член. Люди, вы сходите с ума. Всем привет. Мои постоянные зрители знают, что я не любитель делать длительные видео, но сегодня просто не было другого выхода. Я даже стрим сегодня отменил, стрим будет в воскресенье, все обсудим, не переживайте. И я очень прошу вас досмотреть сегодняшнее видео до конца, потому что оно заняло очень много времени, и это очень важно послушать с точки зрения информационной войны. Итак, значит, Дмитрий Гордон дал интервью своей жене Лесе Бацман. Это интервью было запланировано и всецело посвящено, на мой взгляд, тому, чтобы отбелить Игоря Смешко и самому Гордону отбелить и свою репутацию. А под Гордона сейчас мы знаем по информации из прессы и из там разных служб довольно-таки глубоко копают. Его репутация в опасности. И он сам как бы уже не так комфортно себя чувствует в Украине, как раньше. В этом интервью Гордон использовал классическую информационную технологию. Это когда ты хочешь, самая стартовая технология, с чего начинается, для того, чтобы не прибегать к более тяжелой артиллерии, ты начинаешь как бы высмеивать оппонента или высмеивать какую-то новость. То есть превращая все в клоунаду, таким образом нивелируя ее значимость. Именно так поступил Гордон и с новостями про Игоря Смешко, вернее слухами, назовем это так пока, и слухами про себя, про свою личность. Они с Олесей, с его женой, все время смеялись. Кстати, я напоминаю, что я никогда не трогаю ничьих жен, детей, родителей, вообще семью, пока эта семья сама не лезет в политику. Олеся Бацман довольно-таки плотно в политике, поэтому ее, в принципе, тоже можно обсуждать. Вот россияне как думают? А ну давай скажем, что Гордон, что мы ему, ФСБшники, ему крышу таким образом и легенду делают. И вот дали мы ему, Россия дала такой комплекс мер, да, вплоть до ареста заочного. А давай в Украине. Про Смешко тоже пишут. Смешко, значит, подозревается в госизмене. Ну, тоже долбодятлые, честно говоря. Смешко самый прозападный, проамериканский, пробританский, проевропейский руководитель украинских спецслужб за все время существования украинских спецслужб. Они еще хотели, русские, когда Зеленский сбежит, назначить Смешко гауляйтером. Вслед за Гордоном сделал видео практически синхронно, тоже так понимаете, да? Значит, с одного центра, на мой взгляд, подаются приказы, сигналы. Синхронно сделал интервью, вернее не интервью, записал видео всеобщий любимчик Юрий Швец. Значит, повесил флаг за собой «Слава Украине». И начал там такое гнать, что просто даже для швеца это просто перебор. И вот что я думаю в отношении господина Смешко. Начнем сначала. В целом я вам скажу. Это человек с блестящим образованием. Это интеллектуал, которых мало. Это человек, который видел события, правильное направление, необходимое для Украины на 20 лет вперед. Одним из вопросов, которые задавали мне часто в последнее время, где господин Смешко, куда он делся? Господин Смешко – разведчик, и у него колоссальные связи в этой области. Примерно в прошлом месяце, да, он был в Вашингтоне. Он является членом влиятельной, могущественной международной организации. Вот я не люблю этих разговоров там про масонские, несуществующие, там 13 орденов, там еще какую-то хрень. Но есть такие организации, как Бельдербергский клуб. Да. А вот эта организация, я не имею права ее называть, потому что не имею санкций на это. Но есть люди в Украине, которые знают о ее существовании. Это организация, которая включает в себя, так сказать, аксакалов или совет старейших мировой западной элиты. Ну хорошо, вот эту всю чушь он там гнал. Значит, много потом в этом видео, я не буду это вставлять, начал там рассказывать про Семена Ютковича Могилевича. К чему это сейчас было? Какое это имеет отношение? Вы, господин Швец, расскажите, если Смешко такой честный, супер прозападный, я даже не знаю, как его назвать, он влиятельнее, чем глава МИ-6, Моссада и ЦРУ, всех вместе взятых. Кристально чистый человек,
с западным образованием, с серьезными связями, вообще в какой-то клуб секретный входит, вообще фантастика просто. Значит, любители теории заговора потому и фанатеют от Швеца, потому что такую чушь он может гнать. Так если все так, почему тогда в декларации Игоря Смешко столько ценностей? Откуда бабки у честного госслужащего на такие богатства? Скажите, пожалуйста, Юрий Швец. А комментарии какие? Юрий, спасибо вам, Юрий, прозреваю от ваших видео, огромное спасибо, все по полочкам, Юрий, вы лучший, Юрий, целую ваши губы. И люди, вы сходите с ума, вы совершенно не можете, не способны мыслить большинство. Я просто поражаюсь, как такая херня может набирать миллионы просмотров и столько комментариев. Это же не все боты, там реально живые люди участвуют. И вообще, речь идет, значит, первый фигурант этих, так назовем пока слухов, Игорь Смешко. Вот Смешко сам может записать видео, интервью дать кому-то. Если все так хорошо, почему вместо самого Смешко говорят Гордон и Швец, а не адвокаты его, официальные представители? Как это понимать? Если все говорят конкретно, что Игорь Смешко по планам Путина должен быть гауляйтером Украины. Я повторяю то, что я прочитал в прессе. Скажем так. Значит, почему тогда он сам не выскажется, не сделает видео, не запишет, я же повторюсь, ни интервью никому не даст. Скажет, это все слухи, все чушь, я вот нахожусь в Киеве, я вот этим занимаюсь, этим занимаюсь, этим занимаюсь. Он в Вашингтоне, я не знаю, в Иерусалиме, где еще Игорь Смешко, этот влиятельный член нереальных клубов каких-то, о которых знает только Юрий Швец. Где он? Он разговаривать умеет, этот великий Игорь Петрович Смешко. И еще раз напоминаю, значит, ужин, отравление Ющенко. Присутствует Сацюк, присутствует Смешко, присутствует Жвания, присутствует Ющенко. Жвания убит, общепризнанный агент Российской Федерации, своровал деньги, по информации из прессы, на оранжевой революции, которую давал Борис Березовский. Значит, там уже человек просто чисто откровенный агент. Просто конкретно откровенный агент, тоже по информации прессы, конечно. Сацюк живет в России с времен дела отравления Ющенко. Смешко там присутствовал. Если я не ошибаюсь, Смешко был главой СБУ, Сацюк был его замом на тот момент. Случилась беда с Ющенко. И это после этого будут рассказывать, что Смешко прозападный, готовился на Западе, обладает обширными связями с западными разведками, спецслужбами. О чем вообще речь? Жена Ющенко американка. О чем вообще речь? Дело так и не раскрыто. Ну и дальше идем. Я просто хочу вам, уважаемые зрители, еще раз, который раз подчеркнуть, и впредь буду это делать, потому что уже не выдерживаю от всего происходящего, насколько, не могут люди в трех соснах заблудились. Посмотрите, напрягитесь, вам жить в этой стране, напрягитесь. Когда идет одновременная, практически одновременно, практически синхронная какая-то вброс информации, людьми, которые связаны в один пул, уже это видно невооруженным глазом. Но задумайтесь, это совпадение или это кому-то надо. Ну немножко надо подумать. Но если, понимаете, война это не причина. Не причина война ваших бед. Война это следствие глупости человеческой. На сильные богатые страны не нападают. А чтобы быть сильными и богатыми, нужно иметь что-то в голове. А иметь что-то в голове может только тот, кто умеет анализировать. Потому что когда он анализирует, он тогда делает правильные выводы и дальше правильно действует. Пока этими не пахнет, извините. Пока Швец интересен, такому количеству людей набирает такие просмотры, пока Гордон это все может вталкивать. Я вообще Гордону даже пирамидки бы его забыл, если бы не этот Игорь Смешко. У меня нет никакой задачи дискредитировать Гордона. Он уже себя сам дискредитировал так, насколько это только возможно. Буквально висит на волоске, скоро его интервью никому не будет надо. Но поскольку надо держаться на плаву, набирать рейтинг, надо как-то думать, я так понимаю, мириться с Зеленским, потому что Ренат Леонидович уехал, работодатель уехал. Что остается делать? И Дмитрий Ильич взял интервью у звезды всей Украины Алексея Арестовича. Это феерия. Я вынужден был это интервью посмотреть от А до Я. Потому что я знаю, что все мои зрители его обязательно посмотрят, обязательно будут вопросы на стримах, в комментариях, в Телеграм. Надо как бы людям что-то отвечать. Ну, я, честно говоря, думал, Арестович хоть немножко серьезнее будет. Послушайте, пожалуйста. Я, честно, собирался себе в армию воевать, как настоящий военный, собрал друзей в одну бригаду, пойдем все дела. В какую армию собирался Алексей воевать? Кто в это вообще поверит? Ну, кто в эту дичь вообще поверит? Алексей там за месяц или за полтора до войны уволился из офиса президента.
Только случилась война, он как бы под шумок вернулся, и все уже как бы и забыли, что он уволился. Я вам объясню. Рейтинг Зеленского там за 1,5 месяца до войны стремительно падал. Это факт, который можно там в архивах посмотреть, в Гугле, во всех средствах массовой информации. Было допущено масса ошибок и продолжают допускаться офисом президента. Арестович тогда понял, что дело пахнет жареным, пора переобуваться, и что он себя, свою как бы личность, свой бренд только дискредитирует, находясь там. Но война дала Алексею нереальные возможности. Потому что, как во времена Майдана, социальный лифт по-украински, как я это называю, вывел наверха всяких Семенов, Семенченко, Гаврилюков и прочих. А многих у них уже след простыл в Украине и вообще в публичности. Вот Алексей воспользовался своим шансом, надо дать должное на 100%. Но послушайте, что он говорит дальше. У меня была винтовка, автомат мои, значит, полностью собран военный чемодан, там все дела. А жена знала, что делать, дети знали, что делать, родители знали, что делать. Я сел в машину и ехал в военкомат. Я очень рад, думаю, как и вы, уважаемые зрители, что семья Арестовича знала, что делать. Жаль только, что жители Бучи, Гостомеля, Вышгорода, Киева и других городов Украины, которые, я не хочу повторять все те ужасы, которые с ними произошли, не знали, что делать. Вот за это мне очень жаль, понимаете? А меня по дороге позвонил Ермак, говорит, заедь-ка в офис, там есть разговор. Ну ладно, раз война, наверное, надо заехать. Заехал. Ну, понятно, что большая континентальная война, понятно, что как бы вопросы выживания народа. Как бы, где ты хочешь быть более, где ты считаешь, что ты будешь более эффективным? Ну, совершенно ясно, что та же комбат Арестович это одно, а Арестович там на центральной трибуне это совсем другое. Не, ну конечно, когда придется реально воевать, ты же себя позиционируешь военным, и война в стране, военное положение, ты как бы, собственно говоря, и Джон Рэмбо, естественно, надо воевать идти. Неохота. Надо делать то, что лучше получается. Тут он правильно, конечно, сказал, молодец хотя бы честно. Лучше получается рассказывать про 33 боевых выхода в эфир к Фейгину. Это тоже мало кто знает. Тут, например, наиболее болезненная точка. Президент лично принимал участие в специальных учениях по югу. Я помню, в Херсоне. Да, в Херсоне это была открытая информация, это не великая тайна, он ездил туда, там были просчитаны все варианты, это было признано наиболее уязвимым направлением. Был принят ряд мер, они реально начали осуществляться главнокомандованием, спецслужбами и так далее, и так далее. Была проведена специальная подготовка при участии президента Украины в Херсоне. Это не я сказал, это Арестович сказал. Подготовлено, все четко просчитано, Херсон оккупирован без единого выстрела практически. Кто мне скажет, как это понимать заявление Арестовича? Он подумал перед тем, как вообще лишний раз вообще об этом напомнить и сказать. Херсон был сдан местными спецслужбами, совершенно был не готов к попытке оккупации, к полномасштабной войне, но при этом перед этим там была подготовка. Если есть личности, которые все это поздавали, озвучьте, пожалуйста, фамилии. Особенно те интересуют, кто находился на нереально высоких должностях и позициях в Украине. Я думаю, вы понимаете, о ком речь. Черчилль же не зря говорил, война это слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным. Я здесь имею в виду тех людей, которые пытаются мыслить по-военному в Фейсбуке. Херню ляпнул, начал спасаться. Черчилль, конечно, это сказал, и эта фраза имеет совершенно другое значение, и никакого отношения к Фейсбуку она не имеет. Это уже Алексей начал выкручиваться, как он это мастерски умеет делать. А Гордон, конечно, да, конечно, Алексей. Сейчас вы поймете, почему Гордон себя так ведет. И даже более того, в этом интервью Гордон извинился перед Алексеем за то, что там нахамил ему когда-то во время одного из прямых эфиров по телевидению. Ну, смотрим дальше. Что делаем дальше? Говорю, я поехал воевать. Ой, воин, блядь. Я спер гранатомет. Ну, там их много лежало. Заныкал за занавеской. И думаю, если дойдет до офиса, то вот моя задача один Тигр, один БТР, одно БМТ, но спалить перед смертью. А так это как бы такое. Вот. И еще один вариант у меня был, я сразу просчитал, уличные бои. Потому что готовиться надо по всему спектру вариантов. И если, допустим, офис разрушили, нас всех убили, а ты почему-то остался жив, такое тоже иногда бывает. Да. Очнулся там, например, через сутки, да, живой и раненый, например, или просто живой, но оглушен. То как бы я не собирался уходить, я хотел еще по Киеву там немножко с ними повоевать, пока это все.
Да, Алексей, фантазии тебе не занимать. Когда, дай бог, можно скорее закончится война, тебе надо однозначно либо фильмы снимать, либо книги писать. Потому что так уверенно такие сказки рассказывать, ну красавец, красавец, что можно сказать. Но это еще не самая феерия. Апогей всего заявление Алексея Арестовича. Это можно считать официальным заявлением. Если Владимир Александрович Зеленский по каким-либо причинам не пойдет на второй президентский срок, то бишь не будет баллотироваться, Алексей Арестович сказал, что выдвинет свою кандидатуру. То есть, если президент по каким-либо причинам не пойдет на второй Я срок, буду подаваться. вы пойдете в президент. Пойду. Я хочу посмотреть, как Вот это самое будет. главное заявление Алексея Арестовича. Если Владимир Зеленский не идет на второй срок, Алексей Арестович идет в президенты. Я тоже, пользуясь случаем, делаю официальное заявление. Если это произойдет, я себя вижу только в эмиграции. Я понимаю, на что расчет Алексея. Ну, он, конечно, человеческую сущность давно изучает, поэтому знает, о чем говорит. Он, кстати, недавно об этом высказывался, очень красноречиво. Она презирает народ, я вас уверяю, презирает. Ну, за людей их никто не вполне считает. И имеет на то практически все основания. Кроме одного, что они все-таки люди. Вот украинский народ, активисты, общественные, все эти бизнесмены, там вся вот это бурление волн патриотов и все остальное, они как бы бестолковые, неумелые, безмозглые, эмоциональные, управляемые, там, нищие духом, но все-таки люди. А, вы там про народ. Про всех. Про активистов, про народ и так далее. Людей нормальных в этой стране, с которыми можно говорить, и которые понимают все, что здесь происходит, по пальцам двух рук можно пересчитать. Остальное, ну, не будем на себя показывать пальцем, да. А остальные это несчастья, которые биткаются в своих несчастьях. Необразованные, бестолковые, без опыта, У этого гражданской народа жизни. власти нормально Государственное не было. управление. Дело не в Чего ему этом. быть счастливым? Светочка, слава Богу, что этого народа нет власти. Если этот народ придет к власти, я сбегу из этой страны, понимаете? У народа нет власти, у этого народа нормально. Так вот, суть в чем? Зэка мы уже схавали, Януковича я имею в виду. Непрофессионала схавали, красного директора схавали, пчеловода схавали. Не будем дальше говорить, кого схавали. Армия Мовавіра схавали, життя по-новому у нас уже было. Для полного счастья война уже пришла. Ни хрена не научила жизнь, война уже пришла. И тут в предвкушении надо быть президента Арестовича. А я вам всем что говорил? Посмотрите мои видео про Арестовича раньше, несколько месяцев назад. Такие люди пользуются ситуацией, наращивают аудиторию, наращивают влияние для того, чтобы заниматься политикой и монетизировать весь свой вот этот вот авторитет мнимый, не для меня, а для людей. Понимаете? И другого здесь быть не может. И Подоляк будет этим заниматься, и многие-многие другие, кто сейчас на волне этого всего. Они же не пошли по пути что-то сделать в мирное время, понимаете? Мирное время это тогда, когда нужно созидать. Сейчас время военных. Именно поэтому у меня пока нет ни единой претензии к Валерию Залужному, с большим уважением к нему отношусь. Чисто военный человек занимается своими делами, не делает политических заявлений, красавец, так и надо дальше продолжать, и надо всем с него брать пример. Но для мирного времени должны другие люди в другом амплуа. Те, кто понимают в спорте, я вам, например, могу провести такую аналогию. Джан-Луиджи Буффон великий вратарь, Криштиану Роналду великий нападающий. Но если Джан-Луиджи Буффона опустить в нападение, а Криштиану Роналду на ворота, так это будут даже неплохие игроки, это будет ноль просто. А и тот звезда футбола. Но когда каждый на своем месте, они выдающиеся. Вот так и в жизни все происходит, понимаете? В мирное время нужны созидатели. Созидатели в нашей стране, креативный класс, как угодно называйте. Этих людей выпирают с нашей страны. Делают все, чтобы их выжать. Я уже потерпел этого позора, когда для меня законы писал Киева, Тищенко и прочие там красавцы. Не хватало еще Арестовича. Я сказал, как говорил Яценюк, я с ганьбою жить не буду. Только не куля в лоб, так куля в лоб. Я не хочу такого. Все, уже хватит через себя переступать. Такого натерпеться, меня как раз война многому научила. Я не хочу так больше, и я так больше не буду. А каждый из вас решайте сами, как вы это видите. Напишите, пожалуйста, свои комментарии. Любители Швеца, любители Арестовича. Я ничего не против, живите как хотите. Но мне не надо эти умозаключения, вот эти вопросы.
Повторяю, каждый должен быть на своем месте. В военное время военные люди решают вопросы, в мирное время гражданские люди разного профиля решают вопросы, строят страну. Но не те, кого гребень войны вынес на самый верх. Понимаете? Для меня это неприемлемо. И от того, что тебя поставили советником офиса президента, дали тебе рупор, и ты там можешь чесать все, что угодно, и я убежден, что он нанес очень много вреда, особенно в первое время, то, что он говорил. Потому что я категорический противник контрпропаганды, я категорический противник вранья. Люди должны не в страхе держать, не в депрессняк гонять, не в негатив гонять, не демотивировать. Аккуратно, на то и мастерство, и обучаются люди, но говорить правду. Говорить правду, чтобы люди понимали, где они находятся. Потому что вопрос сейчас жизни людей стоял и стоит. Так вот, по мирному времени, по созидательному, про президентскую позицию всерьез говорить, я не услышал от Арестовича ни взгляд ни по одному вопросу. Кроме того, что он когда-то единственное правильно сказал, что он за свободную экономику. Но там в офисе президента, похоже, правая рука не знает, что делает левая. Понимаете? Он на короткой ноге с Ермаком, Арестович, и Арестович за свободную экономику, но Ермак крышует Гетманцева, который просто давит нашу страну и был помощником агента КГБ 8 лет. Давит страну экономически, уничтожает все креативное, уничтожает бизнес. Как это все уживается в одном офисе президента, в одной структуре? Это говорит только о том, что сказки, сказки, сказки. Жду ваше мнение в комментариях, только, пожалуйста, конструктивное. И на стриме в воскресенье мы все это обсудим. Большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Пока.